Жасминовый бульвар – одна из самых известных улиц Харьковского микрорайона Новые дома. Она связывает проспект Петра Григоренко и улицу Харьковских дивизий. Для многих жителей города это место стало зеленой зоной, где всегда можно прогуляться и просто отдохнуть. Сегодня я решил рассказать историю Жасминового бульвара в Харькове со дня его появления. Расположен бульвар в Слободском районе города Харькова. Первоначально в 1920-1960-х годах на месте Жасминового бульвара, как и на всей площади будущего жилмассива Новые дома, находились сады плодовых деревьев Харьковской сельскохозяйственной селекционной станции. В конце 1950-х станцию частично отдали под застройку жилыми домами. Сначала застроили так называемую зону А. Она занимала площадь к югу от проспекта Героев Харькова, ранее Московский проспект, до нечетной стороны улицы Танкопия. Позже застроили зону Б, площадь к югу от четной стороны улицы Танкопия до проспекта Героев Сталинграда, ныне проспект Байрона. Тогда из-за сельскохозяйственной станции Жасминовый бульвар назывался улица Садовая. Первые жилые дома появились здесь в 1967 году. Улицу начали озеленять посадкой кленов и елей. Стоит отметить, что изначально ее спроектировали как бульвар со сквером. В то же время тут появилась мемориальная доска в честь участника революции Петра Слинька. Кстати, в 1968 году улица Садовая была переименована как раз таки в улицу Петра Слинько. Но на сегодняшний день улица переименована в Жасминовый бульвар, а табличка демонтирована. Все это произошло в 2015 году. Достоверно никто не знает о происхождении последнего названия, поскольку на самом бульваре не растут кусты жасмина. Хотя небольшое количество есть возле домов. Может, вы знаете, друзья? Напишите в комментариях. Сперва улица застраивалась типовыми пятиэтажными домами типа панелек. В середине начала 1970-х на четной стороне улицы были возведены 3 кирпичных девятиэтажных дома. Тогда же на нечетной стороне в конце улицы построены схожие по планировке еще 3 кирпичных девятиэтажных дома. Вдоль аллеи установили лавочки и построили несколько детских площадок. Во второй половине 1980-х на нечетной стороне улицы за пятиэтажками начал застраиваться девятиэтажными панельными домами большой пустырь, где долгое время было футбольное поле и подобие детских аттракционов. В конце 1980-х здесь возвели последние 3 16-этажки проекта застройки улицы. А последним, построенным в 1990-х годах, на этой улице объектом стал панельный девятиэтажный дом, расположенный возле школы номер 82. Также здесь были построены детские сады, оборудованы футбольные поля, детские площадки. Интересным является тот факт, что в 1986 году на краях тротуара Жасминового бульвара, которые пересекали выезды на проезжую часть, были дополнительно заасфальтированы съезды и заезды для поливочных мини-авто. Они ежедневно утром поливали тротуары все лето, чтобы смыть радиоактивную пыль после взрыва на Чернобыльской АЭС. Изначально дорожное движение на разных сторонах улицы было односторонним. Автотранспорт двигался по четной стороне, от проспекта Петра Григоренко до улицы Харьковских дивизий, по нечетной от улицы Харьковских дивизий до проспекта Петра Григоренко. В конце бульвара на пересечении с улицей Садово-Парковая было большое пространство для парковки автомобилей и разворота на нечетную сторону улицы или поворота на улицу Танкопия. Автомобилисты нередко нарушали правила дорожного движения и двигались против движения, чтобы сократить маршрут. В начале 1990-х движение по обеим сторонам бульвара сделали двухсторонним.
В советские годы на первых этажах пятиэтажек по нечетной стороне Жасминового бульвара работали ряд магазинов и учреждений. Например, в доме номер 1 обувной магазин и гастроном, в доме номер 5 парикмахерская, аптека, почтовое отделение и отделение сберегательной кассы, а в доме номер 9 магазин детских игрушек «Балалайка», гастроном и отделение милиции. А еще ближе к улице Танкопия располагался крупный овощной рынок. Улица соседствует с парком Зустрич на улице Харьковских дивизий, где обычно предпочитают прогуливаться жители этой и других соседних улиц. Про парк Зустрич я много рассказывать не буду, так как на канале есть целых 2 видео про этот парк. Вы там все можете про него посмотреть и узнать. Скажу лишь, что в 1970-1980-х годах в парке были аттракционы, самолет-памятник Ан-10 с игровыми автоматами и популярным кафе «Петушок». Раньше парк пользовался огромной популярностью у харьковчан. Но возвращаемся к Жасминовому бульвару. В 2011 году был произведен капитальный ремонт зеленой зоны бульвара. Было заменено асфальтовое покрытие на плиточное по всей протяженности бульвара, установили антивандальные светильники, полностью с нуля возвели детские площадки, которые за полвека пришли в негодность, а по обе стороны бульвара возле домов обустроили и заасфальтировали площадки для стоянки автомобилей. А 14 октября 2014 года на стене 16-этажного дома по проезду Садовому, который примыкает к Жасминовому бульвару, появился самый большой портрет украинского поэта и писателя Тараса Шевченка. Его площадь составляет 500 квадратных метров. Наилучший вид на мурал открывается именно с аллеи на Жасминовом бульваре. На создание этого мурала ушло почти 3 недели и более 900 аэрозольных баллончиков. Этот мурал внесен в Национальный реестр рекордов Украины как самый большой портрет на стене жилого дома. В районе Жасминового бульвара провел детские годы экс-мэр Харькова Геннадий Кернес. Он проживал в доме номер 5, где располагалось почтовое отделение номер 100. По Жасминовому бульвару никогда не проходил ни один маршрут общественного транспорта. Тем не менее, бульвар с момента основания в 1967 году примыкал к улицам, через которые пролегали удобные троллейбусные и автобусные маршруты. В советские времена у таксистов была традиция. Перед тем, как заезжать на улицу, они спрашивали, на какую именно сторону улицы нужно заехать – четную или нечетную. Из-за того, что до начала 1990-х годов сохранилось одностороннее движение по обеим частям улицы, таксисты заранее интересовались, на какую именно сторону улицы им сворачивать, чтобы не делать дополнительный круг. А еще во время строительства домов по Жасминовому бульвару и закладки часть грунта из котлованов для фундаментов выгрузили между домами номер 6 и 6Б. Зимой после выпадения снега эта горка становилась катком для детей, с которой они спускались на санках. Эта горка была любимым местом для развлечений детей 24 и 25 микрорайонов. А в августе 2021 года на Жасминовом бульваре открылась новая зона отдыха для жителей всех возрастных категорий. Ранее после строительства в центре двора был естественный холм, который коммунальные службы упорядочили и использовали в ландшафте игровой площадки. Также в порядок была приведена территория у близлежащих домов. Сегодня Жасминовый бульвар в Харькове спокоен и несуетлив.
Большое спасибо всем, что досмотрели это видео до конца, прогулялись вместе со мной по Жасминовому бульвару в городе Харькове. Подписывайтесь на канал, если вы не подписаны. С вами был Алекс Моторный. До новых встреч!